Сейчас может показаться, что Патрики существовали всегда. В принципе, так оно и было. С одной оговоркой. 100 лет назад сами Патриаршие пруды были тихим, благопристойным местом. Но это не значит, что столица не развлекалась. Москва вековой давности умела гулять широко, только делала это не на Патриках. А где? Давайте разберемся и поговорим о модных улицах, бульварах и увеселительных садах Москвы. Первыми по-настоящему светскими улицами стали бульвары. Помните у Пушкина? У него Онегин едет на бульвар и там гуляет на просторе. Но в Онегине дело происходит в Петербурге, а в Москве примерно в это же время почитатели лондонского дендизма предпочитали фланировать на Кузнецком мосту. Там, как вы наверняка знаете, и сегодня множество модных мест. В этом плане город изменился не сильно. Про Кузнецкий мост пишет еще Грибоедов в «Горе от ума». А все Кузнецкий мост и вечные французы. Мода тогда была либо французская, либо, в случае денди, английская. Бутики тоже держали французские экспаты. В 1812 году, во время вторжения Наполеона, московский градоначальник Ростопчин запретил вывески на французском языке. Но ненадолго. Уже в 1833 году Пушкин писал жене: «Важная новость. Французские вывески появились опять на Кузнецком мосту». Путеводители тех лет сообщали, что на Кузнецком вечная пробка из экипажей, набитых покупками. А вещи продаются втридорога, но модников это не смущает. Наоборот, Кузнецкий считался самой аристократической улицей Москвы. Постепенно, кроме бутиков, вокруг начали появляться банки, доходные дома, а также первые в городе газовые уличные фонари. Здесь же выгуливали дорогую одежду. А где развлекались? Сначала за городом, в нескучном саду. Москва тогда была меньше, и нескучный находился за городской окраиной. Полчаса на пролетке. Но туда с удовольствием ездили, потому что там было интересно. Еще в 1776 году князь Петр Никитич Трубецкой начал извлекать из своего имения доход, развлекая гостей. Там был и лабиринт, и оранжереи, и зверинец. Такие увеселительные сады, кстати, назывались воксалами в честь лондонского парка Vauxhall Gardens. Там устраивали танцы, маскарады и фейерверки. В нескучном за рубль в плюс ко всему этому можно было получить еще ужин, напитки и конфеты. Были и более масштабные события. Например, в 1805-м толпа из нескольких десятков тысяч зрителей наблюдала здесь запуск воздушного шара и прыжок с парашютом. В 1823-м новый хозяин нескучного, князь Шаховской, объявил, что нашел в усадьбе источник вкуснейшей целебной воды, а через пару лет там открылось так называемое лечебно-развлекательное заведение минеральных вод. Минералка тогда только входила в моду. Сначала она считалась лекарственным средством, а потом в России распробовали ее просто так, саму по себе и в сочетании с разными блюдами. К началу 20 века ездить в нескучный москвичам надоело. К тому времени появилось много других мест, где можно было выгулить модный наряд и развлечься. Например, Петровский парк. Петровский тоже был пригородом, но аристократическим, тогдашней Рублевкой. Вокруг Зеленой рощи и Царского путевого дворца аристократия строила дачи. Тут же, сравнительно недалеко, был расположен ипподром, который тоже привлекал высший свет. Так что Петровский парк на некоторое время стал главной светской локацией города. Дамы и кавалеры прогуливались по дорожкам, демонстрируя одежду по последней моде. К вечеру в парке появлялись чиновники и дельцы, купцы и денди. Цыгане водили на цепях медведей, оркестры играли вальсы. Иногда в парке, вопреки запрету, играли в карты, а полиция регулярно пыталась накрыть нелегальных картежников. Тут же шумели и сверкали огнями рестораны. В те годы по Москве ходил анекдот, что какой-то добряк на рассвете нанимал многоместную карету, катался по парку и подбирал полупьяных женщин, чтобы развести их по домам. В Петровский парк регулярно выезжали покататься на экипажах. Роскошные кареты, запряженные лучшими рысаками, рассекали по парку на зависть пешеходам. Главной гордостью была дорогая породистая лошадь благородных призовых кровей. По праздникам, например, на Масленицу, устраивались парады экипажей. Причем автомобили, которые тогда уже появились и были в моде, в парк не допускались. Нравилось не всем и не всегда. Как и у Патриков, находилось множество критиков.
критиков, которые бичевали и пороки светского общества в целом, и отдельно Петровский. Для некоторых там было слишком весело, для других, наоборот, слишком скучно. Вот, например, ядовитый отзыв такого критика. «Весело, как в клубе самоубийц. По кругу чинно тянутся экипажи, а по краям дорожки неподвижная толпа. Стоят и смотрят, молча, сосредоточенно, как по обязанности. Толпа томительно переступает с ноги на ногу и стоит, тяжело дыша, стиснув друг друга, и вдыхает пыль. Ни одного веселого лица». Ну, тут сразу понятно, кто был в экипаже, а кто пешком. В самом Петровском парке и вокруг него открывались огромные рестораны. Например, известные всей Москве Стрельна и Мавритания. Стрельна представляла из себя гигантский зимний сад с экзотическими пальмами. С этими пальмами, кстати, однажды произошел курьезный случай. Купец-миллионер Хлудов как-то раз прилично напился и в приступе куража изрубил их шашкой. Наутро он, конечно, оплатил ущерб за уничтоженную посуду и разбитые зеркала, рассчитался деньгами. А пальмы прислал свои из имения в Сочи. Мавритания была целым ресторанным комплексом. Множество павильонов в русском, турецком, японском и других стилях. Гигантская открытая кухня. Кладовые с целыми глыбами льда для охлаждения продуктов. В ресторанах Эльдорадо и Аполло деловые люди обсуждали коммерческие сделки. В усадьбе «Черный лебедь» миллионера Рябушинского проходили вечеринки-маскарады, которые посещали артисты и писатели, музыканты и журналисты. В Петровский парк из центра города переехал знаменитый Яр. Кухня Яра вошла в легенды. Мемуаристы писали: кто не помнит знаменитого Яра с его супом а-ля тартю из телячьей головки, с его бифштексом с трюфелями, с его куропатками, в которых трюфеля больше, чем мясо, с его краподинами из молодых тетеревов, паровыми лещами и, наконец, с его матлотом из стерлядей. Так что в Петровском, как и на Патриках сейчас, съедалось огромное количество блюд высокой кухни и выпивалось огромное количество вина и воды боржоми, которую привозили прямо с Кавказа. Минералка к тому времени настолько полюбилась столичной публике и считалась настолько общественно полезным явлением, что с началом Первой мировой поезда с боржомом вошли на железных дорогах в число приоритетных для предотвращения дефицита. Еще один легендарный увеселительный сад Москвы – Эрмитаж. Первый сад Эрмитаж находился на улице с романтическим названием Божедомка, где, кстати, некоторое время жил Достоевский. С начала 1830-х вход в сад был платным, а публика, соответственно, респектабельной. В саду были пруды, искусные горы, таинственные беседки и поэтические скамейки на берегу. Были лужайки и цветники. В 1880-е там построили оперный театр в русском стиле и устроили невиданный аттракцион – электрическое освещение. Сад пользовался у москвичей бешеной популярностью, особенно по вечерам и особенно летом. Разнообразие публики описывали так: семьи с детьми, простой народ, аристократы, кокотки, кутящая молодежь и деловые люди. Несмотря на такую популярность, старый Эрмитаж прогорел. В 1892-м Яков Щукин, известный московский меценат и театрал, построил новый, на Каретном ряду. Здесь были развлечения на любой вкус. Летом в саду играли струнные оркестры из десятков музыкантов, а в 1896-м состоялся первый в Москве общедоступный сеанс кинематографа братьев Люмьер. Тут собиралась вся творческая Москва. Шли премьеры пьес Чехова, а знаменитый американский фокусник Гарри Гудини демонстрировал мастерство иллюзиониста. Все это, в общем, было скорее фоном и поводом для главного – демонстрации своего стиля и успеха. Было очень важно, с кем ты пришел, как ты одет. Дамы ориентировались скорее на Париж, мужчины скорее на Лондон. Газеты сообщали последние модные тенденции. Какой жилет считается современным? Двубортный или однобортный? Какой ширины должен быть галстук? Подворачивать брюки или нет? На рубеже веков подворачивали. Была даже мода на походку. В какой-то момент считалось, что круче всего ходить с опущенной головой, как бы глубоко задумавшись. Отдельная проблема была с шириной юбок. С одной стороны, модными считались узкие, с другой, в узкой юбке тяжело ходить быстро, а слишком медленный шаг считался признаком куртизанки, которая пытается привлечь клиентов.
Еще одна московская легенда – увеселительный сад-аквариум на углу Садового кольца и Тверской. Он сначала назывался «Чикаго» и был создан под ключ, даже взрослые деревья. Здесь тоже был театр, где проходили представления ревю. Это было что-то среднее между мюзиклом и научпопом. Живые актеры, световые эффекты, кинокадры. Зрители могли насладиться полетом кометы Галлеи или даже слетать на Луну. В аквариуме пела знаменитая оперная дива-сопрано, звезда Европы Лина Кавальери, муза поэта Игоря Северянина. Кроме театра работали тир и кегельбан, и предлагала свои услуги фотографическая студия. То есть можно было не только прийти красивым, но и остаться таким в веках. Зимой устраивали каток, а летом так называемый скейтинг-ринг – арену для катания на роликовых коньках. В 1910-е московская молодежь обожала это развлечение. Трек был для удобства катания залит белой прорезиненной массой. Алкоголь плохо сочетался с роликами, поэтому буфет на треке был безалкогольный. Вода с разнообразными вкусами, крем-сода, лимонады. Хитом опять же был боржоми в пузатых бутылках с восковыми пробками. Еще одно важное место светского отдыха – английский сад Гай на территории усадьбы Кускова. Северная часть парка была занята так называемыми затейливыми павильонами. Один из них, например, выглядел как огромный сток сена с множеством зеркал и обитый шелком мебелью внутри. Неподалеку была пещера почивавшего на лаврах льва, где парочки целовались под шум подземных ключей. В обитом дерном философском домике модники могли предаться размышлениям. Философу Диогену был посвящен павильон «Бочка». В павильоне, который выглядел как французская крестьянская хижина, можно было выпить вина. А спастись от жары можно было или в буфете, который предлагал ледяной боржом, или, пробежав через потешный фонтан, его включал и выключал прятавшийся в кустах рабочий. Но что делать, если в Кусково неохота и хочется потусоваться в городе? Милости просим на Тверской бульвар, главный маршрут для светских пеших выходов. Бульвар задумали там еще при Екатерине II. Место это было престижное, вокруг стояли дворянские особняки в духе классицизма. Современница вспоминала свою прогулку по Тверскому так. «Иду под огненным ожерельем лампочек. Чувствую ни с чем не сравнимое ощущение легкости и невесомости». Изначально по Тверскому гуляла приличная публика. Денди, дамы с собачками. Но к рубежу веков подтянулась публика сильно попроще. Случались и неприятные истории. В газетах поднимался вопрос безопасности женщин. Писали: на каждом шагу приставание, что под Бронной улицы дойти до Дмитровки нужно миновать 4 отчаянных этапа. Тверской бульвар, часть Тверской улицы, Страстную площадь и Казицкий переулок. Сделать такой подвиг даме без провожатого стоит больших усилий. Несмотря на это, бульвар сохранил лоск, и в часы прогулок был полон людьми. А на Пушкинской площади, тогда еще Страстной, было невозможно припарковаться. Настолько она была забита экипажами гуляющих. В этом плане город совсем не изменился.